Всем привет! Продолжаем вязать нашего котика. Вяжем ухо. В кольцо набираем 6 столбиков. Второй ряд 6 прибавок подряд, и в ряду у нас 12 столбиков. Третий ряд вяжем так: 5 столбиков прибавка, повторяем 2 раза. Столбиков, прибавка, и еще раз 5 столбиков и прибавка. Вот следующий ряд, четвертый, значит, вяжем 6 столбиков и прибавка, повторяем 2 раза. Дальше продолжаем также делать по 2 прибавки. Пятый ряд 7 столбиков и прибавка 2 раза. Шестой ряд 8 столбиков и прибавка, повторяем 2 раза. И седьмой ряд 9 столбиков и прибавка. Повторяем 2 раза, и в ряду в девятом у нас должно быть 22 столбика. Ой, простите, в седьмом 22 столбика. Провязали. Теперь 8 и 9 ряд вяжем без изменений 22 столбика. Делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку для пришивания. Вяжем так аналогично второе ушко. Теперь вяжем с вами щечки. Значит, вот такие детальки у нас должно быть 2. И крючком поменьше. Значит, щечки я буду вязать. Крючок у меня 3, а нижнюю губу я свяжу крючком 2,5, поменьше. То есть все то же самое, только меняем крючок на меньший. Значит, сейчас мы вяжем щеки. Набираем цепочку из 4 воздушных петель. 2, 3, 4. Во вторую петлю от крючка мы вяжем 2 столбика. Дальше по цепочке 1 столбик, в последний 3 столбика. С противоположной стороны вяжем 2 столбика. Это у нас первый ряд, в котором получилось 8 столбиков. Второй ряд. 2 прибавки подряд. Я маркер не беру, мне как бы маленькая деталька, я вроде не ошибусь без маркера. Значит, 2 прибавки подряд. Дальше 1 столбик. Затем 3 прибавки подряд. Дальше 1 столбик. И в конце 1 прибавка. Во втором ряду 14 столбиков. Третий ряд. Столбик и прибавка. Повторяем 2 раза. Столбик и прибавка второй раз. Затем 1 столбик, который у нас тут повторяется, да? Дальше столбик и прибавка повторяем 3 раза. Дальше 1 столбик и столбик и прибавка повторяем последний раз в конце. В третьем ряду у нас 20 столбиков. Теперь четвертый ряд вяжем без изменений 20 столбиков. Провязали, делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку для пришивания. Вяжем вторую щечку аналогично.
Вот, нижнюю губу также вяжем аналогично этой схеме, только берем крючок поменьше. Опять повторюсь, у меня троечка на щечки и 2,5 на нижнюю губу. Дальше вяжем переносицу, которая постепенно будет переходить в нос, и потом мы там носик будем делать. Значит, набираем цепочку из 9 воздушных петель. 5, 6, 7, 8, 9. Дальше со второй петли от крючка мы вяжем по цепочке 8 столбиков. Это у нас первый ряд. Второй ряд. Воздушную петлю мы будем вязать поворотными рядами. Но воздушную петлю мы не делаем, поворачиваем так, чтобы рабочая нить была спереди. Вводим крючок в первый столбик и провязываем его. И так вяжем по цепочке, дальше опять 8 столбиков. Третий ряд. 3 столбика. Опять же поворачиваем так, чтобы рабочая нить была спереди. Я, в общем, сравнила и сделала вывод, что без воздушных петель выглядит аккуратнее край. Не то лишнее вот этой вот петли, которая образует воздушная петля. Значит, провязываем 3 столбика, 2 прибавки подряд. Раз прибавка, вторая прибавка и 3 столбика у нас до конца ряда довязываем. 2, 3. Поворачиваем вязание. Дальше 4 столбика, 2 прибавки, 4 столбика. Провязали, значит, в четвертом ряду у нас 12 столбиков. Пятый и шестой ряд вяжем без изменений 12 столбиков. Вот что получается. Дальше седьмой ряд. Поворачиваем вязание. Вяжем 4 столбика, 2 убавки подряд и 4 столбика до конца. 2 убавки подряд беремся за обе петелечки, за верхушки, так как у нас поворотными рядами вяжем, будет видно с другой стороны петля эта. 2 убавки подряд и 4 столбика. Последний столбик всегда будет немножечко так вот наклонен, так как у нас нет воздушной петли. Поворот. Дальше вяжем 3 столбика и 2 убавки и 3 столбика. Так, 2 убавки, первая убавка, вторая убавка и 3 столбика. Вот, значит, в 8 ряду у нас 8 столбиков. Теперь 9 и 10 ряд мы вяжем без изменений. 8 столбиков поворачиваем и провязываем. Провязали. Такая деталька. Делаем соединительный столбик, отрезаем. Ну, просто один раз так это пропустили. В общем, отрезаем так, чтобы нам хватило по кругу пришить ниточку. Так, пару раз можно провести длину, чтобы понять, какую оставить. Такая вот у нас перегородочка получилась носика. Дальше давайте свяжем с вами еще и хвостик, а потом уже приступим к голове. Значит, в кольцо набираем 6 столбиков, затем второй ряд у нас 6 прибавок подряд, третий ряд столбики прибавка, повторяем 6 раз. В ряду у нас 18 столбиков, теперь с 4 по 45 ряд мы вяжем без изменений 18 столбиков. Дальше вы прикладываете к телу к своему и смотрите, хотите вы, если подлиннее, то добавляйте дальше ряды. Если нет, то останавливаемся на 45 ряду. После того, как провязали нужную длину хвоста, теперь нам надо провязать 3 одинаковых ряда. Будут они выглядеть так. Для того, чтобы немножечко можно было хвост припустить.
чтобы он не торчал наверх, когда мы пришьем его. Вяжем 2 столбика. Дальше 7 полустолбиков с накидом. Три, 4, 5, 6 и 7. Дальше 2 столбика без накида и 7 соединительных столбиков. Соединительные столбики не стягивайте, так как мы провяжем еще 2 ряда такого же. Пять, 6, 7. Вот, провязываем еще 2 ряда точно так же. 3 ряда у нас одинаковые, 46 по 48, если вы провязали такое количество, как я. И последний ряд просто провяжем столбики без накида. У нас в ряду 18 столбиков, вот и провязываем 18 столбиков 1 ряд. Наполняем синтепоном, вставляем проволоку такую, которая у вас есть, и заканчиваем ряд соединительным столбиком, оставляя ниточку для пришивания. Вот такой вот хвостик. Вот тут вот у нас немножечко получилось больше, тут меньше. Будем пришивать, соответственно, он не будет так сильно торчать наверх. Дальше вяжем голову. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Схему круга я напишу со смещением. Итак, вяжем по принципу круга до 10 ряда, в котором у нас будет 8 столбиков и прибавка. Повторив 6 раз, мы получили 60 столбиков. Теперь с 11 по 15 ряд вяжем без изменений 60 столбиков. Дальше у нас 16 ряд, 9 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз, и в ряду у нас 66 столбиков. Дальше с 17 по 19 ряд вяжем без изменений 66 столбиков. Дальше 20 ряд вяжем 16 столбиков. Дальше вяжем, я уже провязала, дальше вяжем прибавка и 1 столбик, повторяем 5 раз, прибавка, столбик, раз, 2, столбик, 3, прибавка, столбик, 4, прибавка, столбик, 5. Дальше делаем еще одну прибавку и дальше вяжем 12 столбиков. Дальше прибавка, столбик, повторяем 5 раз. Затем провязываем еще одну прибавку и 16 столбиков у нас остается, довязываем до конца ряда. В 20 ряду у нас 78 столбиков. Теперь с 21 по 30 ряд мы провяжем без изменений 78 столбиков. На этом этапе я предлагаю вставить глазки, если у вас глазки на безопасном креплении. Значит, отсчитываем от начала ряда, от серединки, 18 рядов, и между 18 и 19 рядом находим то место, где у нас были прибавка, столбик, повторяли мы 5 раз, да? Вот это у нас задняя часть, вот
у нас перед получается. Вот с двух сторон у нас прибавки эти. Находим к середине последнюю прибавку. И под прибавкой получается, вот она наша прибавка, на ряд сюда наверх мы вставляем глаз. Так, значит, и с этой стороны также находим нашу крайнюю прибавку к серединке. Вот она. И на ряд один пропускаем и под эту прибавку вставляем глаз. Вот. После того, как я вставила глазки, у меня между ними 10 столбиков. Именно вот когда такие глазки такого размера. Дальше 31 ряд. С него мы начинаем делать убавки. 31 ряд 11 столбиков и убавка повторяем 6 раз. И в ряду у нас останется 72 столбика. Убавки, как обычно, мы делаем за передние стеночки петли. Итак, мы будем делать с вами убавки. Дойдем до 37 ряда, в котором у нас будет 5 столбиков и убавка. Повторим 6 раз, и в ряду останется 36 столбиков. Это у нас будет последний ряд, 37. Итак, закончили вязать голову. У нас осталось 36 столбиков, как и на шее. Делаем соединительный столбик и ниточку отрезаем, так как мы ниточку оставили на шее для пришивания. Теперь наполняем голову. И будем пришивать к ней все детали. Так, наполнили голову плотно. Потому что когда мы будем с вами делать утяжки, чтобы они держались, чтобы получились красивые утяжки. Итак, не забывайте еще вот сюда дополнять, вот где у нас щечки, где прибавки были. Делаем утяжки. Значит, вводим снизу иголочку. Если у вас длинная иголочка, то вам будет удобно. У меня короткая. Все никак не могу купить себе длинную иголку. Значит, вводим крючок снизу. Простите, иголку снизу и выводим вот с краю под глазом. Я сейчас это сделаю без камеры. Значит, выводим иголочку сюда, снизу. Итак, вот выводим иголку и оставляем тут небольшой хвостик внизу. Дальше вводим с другого краю иголочку под глазом. И выводим сюда обратно. Дальше будем стягивать. Сначала щеки стягиваем. Стягиваем тут и завязываем. Чтобы у нас тут получилась такая щечка. Вот такая вот где-то. Поэтому туда прямо аж вдавливайте. И там где-то внутри должен получиться узелок. Делаем 3-4 узелка. То же самое проделаем и со вторым глазом. Также выводим иголочку под глазом. Оставляем тут также хвостик, потому что будем к нему, вот к этой части привязываться. И вводим иголку с другого краю под глазиком, выводим обратно и также утягивая делаем 3-4 узелка, стягиваем так. Дальше сделаем утяжки теперь с внутренней части. Убежала. Вводим теперь иголочку сюда. Тут уже мы ее натягиваем.
И дальше вводим вниз. К другому глазу. Вот вывожу. Второму глазу. Притягиваю немного. Теперь сюда иголочку. Опять сюда к этому глазу. Натягиваем. Но не сильно, чтобы такая вот небольшая получилась перегородка. Вводим дальше иголочку сюда. Выводим вниз, и тут мы с одним из кончиков сделаем узелок к одному кончику. Вот. Стянули и завязали. Можно, наверное, мы не к ниточке привяжем, а к столбику с внутренней стороны. Так надежнее, она никуда не денется. Ниточка обратно, чтобы не ушла в голову туда. В общем, я зафиксирую где-нибудь тут. Дальше пришиваем ушки. Для начала располагаем их так, как мы видим, как должны быть они, чтобы они были ровно, чтобы не получилось так, что одно ухо дальше, другое ближе пришито. Вот расположили. В таком положении удобнее будет понять. Затем, вы можете пришить их так, как они есть. Чуть-чуть вот здесь приподнимется. Вот когда вы как бы стянете туда, получится такое вот ушко, если хотите. Вот, если нет, значит делаем что дальше. Вот разметили все. Теперь мы берем ухо и в этом месте просто приподнимаем и вкалываем по краям. Вкалываем по краям, немножечко у нас ушко будет вот так вот вовнутрь. Тут у нас пришьется именно так. Вот, это внутренняя часть. Наружную часть мы немножечко отведем назад. Как бы такой вот полукруг чуть-чуть тоже здесь должен получиться. Вот, и пришиваем. Вот когда пришьем, уже дальше ориентируемся. Дальше по этому уху пришиваем и второе. Можете располагать их так, можете немножечко пониже. В общем, дальше смотрите на свой взгляд. Дальше мы с вами намечаем нос, перегородочку. Примерно прикладывая, чтобы понять, где лучше расположить нос, соответственно, мы вот эти детальки временно пока прикладываем и смотрим, как это все будет. Если у вас нос на безопасном креплении, вы сразу его прицепляете, вот тут вот прикладываете и находите местечко, чтобы он у вас расположился в правильном направлении. Я тоже, наверное, буду на безопасном креплении крепить. Если подберу цвет, конечно. Вот. А если нету у вас такого носика, то вам придется немного туда положить синтепона и вышить носик ниточкой. Но это, конечно, потом. Но для начала давайте сначала надо нам расположить правильно его. Значит, я располагаю его вот в этом ряду. Верхняя часть от низа глаза, вот где глаз у нас лежит, да? Второй ряд. То есть вот эта вот выпуклая часть из двух рядов, она у меня располагается вот от глаза. Если отсчитывать, вот где у нас прибавки. 1, 2, 3, 4, 5. В 5 ряду. Вот прибавок, если отсчитывать, вот они прибавки. Отсчитывать в 5 ряду располагается самая выпуклая часть. Вот. В общем, так расположили и пришиваем по кругу. Опять же повторюсь, если у вас носика нет на безопасном креплении, либо носик на клеевой основе, то вы туда добавляете синтепон. Если нет, то на безопасном креплении ножка будет сама по себе как бы держать его, синтепон туда не обязательно. Вот на безопасном креплении сразу цепляем. Дальше, после того, как пришили носик, располагаем щечки. Располагайте так, чтобы вот этот вот угол носика, они доходили до него прям впритык. И выходили вот сюда края щечек. Вот. И серединка, чтобы соприкасались посередине. Вот тут. С двух сторон они должны быть вместе. Вот, то есть они вот так вот будут пришиваться вдоль носика.
тут, естественно, они немножечко вот так вот, как треугольничек, должны получиться вниз, не ровно по щеке идут, а немножечко вниз. Как вам показать, чтобы виднее на камеру, что-то вообще плохо видно. Вот, под углом, в общем, немножечко вот так вот, наискосочек делаете. И также пришьете нижнюю губу. У нас, если вы ее возьмете, вы увидите, что какая-то часть, она более как бы поровней, а одна часть такая более гладкая получается. Вот эта часть будет внизу. А та часть, которая такая немножечко... В общем, я вижу кошку, и мне кошки мешают. Значит, губа нижняя будет пришиваться вот после того, как мы пришьем щечки. Вот так. Я думаю, когда вы приложите, вы сами увидите, как правильно ее положить. Вот, пришивать будем, ну, естественно, к краю. И у нас получится она немножко как бы такая вот, когда будем пришивать. Когда будем пришивать по этим щечкам по краю, она вот получится именно вот как треугольничек немного получится. Я надеюсь, вы справитесь с этим. Давайте пришью. Добавляйте, не забывайте синтепон. В нижнюю губу немножко добавьте, не надо ее сильно, чтобы она выпирала. Ну, также и щечки не делайте их сильно выпуклыми, прям, чтобы они не были на вид как будто крепкие. Так вот, слегка добавьте, чтобы держали форму. Вот такая вот мордочка должна получиться. Вот. Вы не смотрите на то, что вот у меня свет такой неудачный этот раз, оттеняет все. Вот. Ну, я думаю, вы на своей игрушке увидите, как все выглядит. Теперь будем пришивать голову. Итак, естественно, мы наполняем синтепоном шею. Все делаем ровненько, все разравниваем. Теперь смотрите. Вы можете пришить голову вот так, столбик к столбику, если вам нравится такой вид. Если вам хочется немного голову опустить, то вы просто, значит, я буду пришивать так, я буду голову опускать. Значит, что я делаю? Вставляю голову так, как мне надо, например. Вот в какой, как мне именно надо ее припустить, насколько. И вот когда я себе найду это место, и потом я беру вот эти вот иголочки-маркеры и вставляю в том месте, где у меня будет низ головы. Дальше смотрю, как она у меня ложится на шею. Вот в таком виде, да? Я сейчас вам примерно покажу, потому что дальше я буду сама делать без камеры. Тут мне неудобно. В общем, вот так вот я прикладываю. И по периметру головы, как она ложится, я втыкаю иголочки. Вот тут она, естественно, выйдет в этой части, пришьется под верх шеи. Вот тут вот может быть прийтись. Вот, значит, вставляю иголочки по периметру, как у меня ложится шейка. Вот смотрите, как получается, в каком месте будет голова. То есть вот так. Здесь она выйдет на нет, тут пришьется по верхушке. И дальше опять я тут с этой стороны также иголочки повтыкаю и буду пришивать за ножки. А чтобы голова не ушла в сторону, я делаю так еще, когда буду пришивать. Вставляю, нахожу середину. Вот. Даже можно так, сами можете, вот определите, да? Вот середина головы, воткнули серединочку. И сзади точно так же надо воткнуть середину спины. Чтобы когда вы будете пришивать, не съехала вот так голова. Будете ориентироваться на вот эти вот маркеры.
Вот, и пришивайте. Значит, пришивайте либо так, за верхушки, чтобы голова у вас будет именно в таком виде, у вас как раз по 36 столбиков будет. Если хотите припустить голову вниз, то пришивайте вот так. Намечаете маркерами. Я думаю, вы поняли. Давайте пришиваем голову. Пришили голову. Дальше пришиваем хвост. Значит, располагаем его, чтобы он немножечко был выше спинки. Ну, благодаря вот этой вот вязке, вот эта часть, она будет немножечко выше спинки. Чтобы не низко совсем уж, да, так вот как бы не стоит. Вот примерно вот в таком положении пришиваем. Вот. Посерединке. Если у вас, вы также используете проволоку, то ее, естественно, находите тут серединку, ее туда втыкаете, чтобы она была там, чтобы не ездила, держалась, в общем. И пришиваем. Давайте. Теперь вышиваем вокруг глаз. Но тут, смотрите, уже, я не знаю, я тут примерно так набросила. Как бы, может, вам так не понравится. Уже, я думаю, сами можете подобрать себе вариант. Либо не делать этого вообще, останется глаз такой. Вот, либо вышить. Но на этом фоне черный цвет, наверное, не смотрится. Лучше выбрать, наверное, коричневый, темно-коричневый. Но у меня такого цвета нет, поэтому я пока делаю это черным цветом. А вы подберите более подходящий цвет. Значит, берем ниточку с иголкой и вводим крючок. Ну, может быть, вы сами справитесь, тут несложно. Вывести вот сюда в уголочек, потом в этот уголочек. И мы с вами уже не раз вышивали глаза. Видите? Думаю, может, вы справитесь. Так, просто неудобно на камеру. Вот. Вводим сюда и сюда, для того, чтобы зафиксировать середину. Вот. Зафиксировали, прошлись еще разочек. Прошлись еще разок. Уже немножко, ну, не в одном и том же месте. Здесь мы фиксируем серединку, стороночку. Второй раз фиксируем. Вот. Дальше мы будем выводить для того, чтобы делать ресничку. Вот так. Сделаем одну ресничку, затем вторую и третью. Можно на этом и остановиться, но если хотите, вы можете еще и низ пройтись. Тут я потом поправлю. В общем, проходим потом по низу, делаем то же самое. Где тут у нас вводили в угол, чтобы соединить. Точно так же мы проходимся пару раз. Сначала в одном месте, второй раз в другом месте серединочку закрепляем. Я сделала, украсила, вернее, разукрасила так мордочку сухой пастелью такой вот. Вот, усики сделала из лески. Вот, ну,
Дальше потом я его, конечно, опять буду разукрашивать, но это потом. Покажу вам, как можно, ну, как сделать лапки. Я думаю, вы знаете, да, мы не раз уже проделывали это. Берем пряжу, я взяла этого же цвета. Вот, ввожу, значит, раз, два, три, четвертый ряд снизу. И вот где у нас были убавки, над убавками, вывожу. Потом сюда же опять ввожу. Дальше пропускаю 3 столбика. Так, на глаз уже вы смотрите. 3 там, либо 4. Стянули. Дальше сюда ввели. Следующее через 3. Стянули. И последнюю. Возвращаем сюда. Какую-нибудь, либо в первую, либо во вторую утяжку. И тут мы фиксируем, цепляясь за ниточку. Вот так вот я ее отправляю на начало, чтобы она спряталась. Вот так я сделала лапки, пальчики вернее. Потом можно также сухой пастелью вот эти вот места затемнить. Вот такой вот получился котенок. Он большой, у меня в камеру не вмещает, приходится держать в руках. Значит, так вот выглядят усики. Может, я их сильно много сделала, не знаю. Можно украсить шейку бабочкой, если хотите. Вот я связала крючком 2,5. Какой вот по размеру пряжа одна и та же, крючок меньше. Без усиков у меня нету такой лески такого цвета, чтобы сделать усики, поэтому этот котенок у меня без усиков и немножко по-другому выглядит мордочка. Вот, решила только так добавить тут типа бровки и все. Вот, а этого котеночка я вот так вот разукрасила. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Вы поняли, как его связать. Вот. Вяжите с удовольствием. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.